Ребята, всем привет. Я вновь. Мы вместе. Мы вместе, сейчас уже у моря на Клеопатре. Да. Опять, скажет, привела его. Везти больше некуда. Ну, мы разберемся. А мы, короче... А в смысле вести юг больше некуда? У тебя самая главная достопримечательность — это море. Но после тебя. Ну, это да. Ну, вот же, автовокзал. Мы вот спустились, вот, 3-4 минуты. Да, перешли дорогу, 3-4 минуты, и мы на море. Да. Я ей показал, где море находится. Вот они мы. Я так рад, на самом деле, что я приехал вновь Ну-ка, сравните сюда. наши зубы. У кого красивее? У меня. Что, блядь, такие вопросы задавать? У меня. Пишите, что красивее у меня. Ставьте лайки мне. Пишите комментарии добрые про меня. Да, добрые комментарии. Потому что у меня мои вообще не пишут. Мои вообще не пишут. А у меня сегодня какие-то там набежали. Ты вот так же сделай, так же, как я, под это. Под это. Вот. У меня же голова большая. А у Виталика есть этот жилетка, я говорю, надень. Да нет, я пока не буду делать, чуть попозже делать. Но пока мне не холодно. Пока я еще распарен. На улице 18 градусов ощущается как 16. А, да? Угу. Нормально. Сегодня у нас суббота, 18-е. Сочельник перед крещением. Да. У нас сегодня будет же это, как его? У нас в Махмутларе 10 километров туда есть церковь на горе. Но она сектантская. Но крещение они соблюдают. Там какой-то поп в одеянии. Ну, знаешь, он просто вот. Угу. И эти голые бабы бегут в море окунаться. Позор, позор, Господи. Вы нашу веру просто вот вообще сравняли. Ну, наденьте вы какую-то рубашку. Голые бегут, мне кажется, пьяные. Я в прошлом году смотрела эти публикации. Там, знаете, обряд. Он крест бросит, а они, знаешь, как на старт веселый деревянный крест бросит в море, да, а они за этим крестом, чтобы выловить его. Ну, это правда, что-то какое. Да, вот это, короче, а мне Виктория моя сказала, она в Греции живет. Она говорит, так это как бы наша греческая традиция. Что-то странно, да? Это. Ну, слушай, подожди, или не Виктория мне сказала, я могла все перепутать. Но кто-то мне сказал, прям из адекватных моих, вроде бы Виктория. Она говорит, так это наша, то, что это греческая традиция, это точно. И даже как старты, и побежали за этим крестом. Ну, что-то невероятное. Но к нам это точно никакого отношения не имеет. Ну, конечно, нет. А тут ничего не замерзает. Купели этой проруби нет. Средиземное море по-прежнему 19 градусов. Какая высота волны? Сегодня я не смотрела. Сейчас для меня это мало интересующий фактор, потому что я не Потому плаваю. что не плаваешь. Да. А так каждый день, конечно же, смотрю. Вон, смотри, парашют поднимает. А вон там площадка, там вообще взлетают парашюты. Сегодня ветреная погода. Сегодня классно летать. О, посмотри, поднимаются. У нас были хорошие отзывы на наш вечерек? Да. Были, да? Да, много хороших комментариев. Вот так вот. На самом деле. Не, но есть люди, которые первый раз ко мне на канал зашли, конечно, и говорят о том, что они во мне разочаровались. Почему? Я не знаю, первый раз зашли, первый раз разочаровались. Сразу разочаровались? Да. Разочаровались они, наверное, Да. потому что ты со мной дружишь. Не знаю. Ну, это же мои хейтеры зашли. Да, это понятно. Но просто это так все смешно и убого смотрится. Разочаровались, да? Нечего было очаровываться. Я всегда говорю, там пишут, Инна, мы в тебе разочаровались. Я говорю, поскольку просила очаровываться, что ли? Нет, такое ощущение, как будто мы канал ведем только для того, чтобы для кого-то понравиться. Да, ага. Вот понравится, как-то самоутвердиться. Я чисто для денег. Хейтеры говорят, вышла в прямой эфир зарабатывать на нас деньги. Это вот и сейчас, естественно, у меня это единственный источник дохода уже остался. А раньше я просто вела на голом энтузиазме, я даже вообще не понимала. Мне так кайфово было. А сейчас, понятное дело, это моя работа. Я налоги плачу как блогер, кстати. У меня даже код экономической деятельности. Создание кинофильмов и деятельность массового развлекательного характера. Это Михалков. Аланийский. Инна ТВ. Ой, ладно. Скажут, ржут. Ой. Ладно, дорогие мои, давайте. Насладитесь морем, и мы пойдем дальше. Ага. Ты посмотри, обрати внимание, вовремя включил камеру. Читай, написано что? Калинка-малинка. А ты медведь полностью входит в кадр с головой? Да. Калинка, малинка, калинка моя. И ноты.
Фигура из камня. Короче, ежегодно уже 17-е. 17, каждый год проходит ярмарка по камню. В этом году была 17-я. А. А это кто, Клеопатра? Это Клеопатра? Нет, это нет. Это, короче, подожди, я чуть не спутал. Я чуть хотела умное сказать. В том году победила скульптура, ее увезли то ли в Стамбул, то ли в Анкару. Огромная такая книга, Коран, открытая. Прям видно, первое место заняла, ее увезли от нас. А так вот они расставлены по городу. А ту сразу же увезли Его Величеству Эрдогану. А это, наверное, вот эти, да, Иеговы собрались? Да не, они по-другому выглядят. Что-то прям целый слет, смотрите, прям все кучка что-то вокруг. Слушай, а ты знаешь, много, между прочим, проходит соревнований по велосипедному спорту, по бегу, международного класса, кстати. Вот недавно было соревнование камни тягали, тоже международные. Представители разных этих были. А это, слушай, знаешь, может, какие-нибудь студенты, я так предполагаю. У нас же есть университеты, учебные заведения. Ну, они там бухают С себе. сегодняшнего дня все пошли на каникулы. Вчера был последний учебный день. Может, у них какой-то праздник начала каникул? Вот я живу рядом с медицинским университетом, Там например. учителя, думаешь, там подбухивают корпоративчик у них? Да нет, маловероятно, что они бухают. Нет, пьют, там вон у них бутылки. Ну что бы тут, там вода, газировка. Да, конечно. А, коричневые? Ну да, конечно. Да не. Нет. Или вон он бокал, мужик держит в бокале, что он воду А пьет? ты пройди мимо. Пройди мимо, типа такое это. Смотрите, вот такой без С камерой в лицо им. Ну, нет, Так, а вы что тут ты вот делаете? так вот камеру под мышку, такой, иди, щик-щик-щик-щик-щик. А сам снимешь такой, это корреспондент. Ну. Скрытая камера. Я сказала, что это кладбище. Это кладбище, дорогие друзья. А, мы на этом были с тобой? Подожди, мне казалось, что мы были там где-то. Ну, тут мы и были. Если я с тобой была на кладбище. Были, мы с тобой на кладбище ходили, ритуал делали. Что делали? Ритуал делали, А, да? Даже так? да. Ну ты там что-то с хейтерами. Вась-васькалась. А чё она так это откинулась? Кто? Ну, пальма. Ну, старая, может быть. Вот эти сухие ветки. А знаешь что? Они потом зацветут. Они обрастут цветочками, и такие синие колокольчики будут. Не колокольчики, знаешь, пахнуть будет, как сирень. А, Очень красивые. Только неправильно я сказала, не колокольчики, они будут сиреневого цвета, но такие гроздья, как виноград, только плоские листики синие. а. Очень приятный аромат от них. А вот эти раньше были такие богатые листва, сейчас срезали. Ну, потому что они все были исписанные. Слушай, вот так интересно, на солнце тепло, а вне солнце прохладно уже. Ну из-за Ага. ветра еще. Как зима, так-то. Ну да, так-то январь. Мы же не в Африке. Еще не хватало. 18, по ощущениям 16 сегодня. Холодновато. То есть у нас вот все эти дни погода стояла 19, по ощущениям 19-18. А тут, знаешь, существенно. Ну, погода чувствует, что я уезжаю. Думаешь, печалится? Да. Думаешь, дожди пойдут, лить будет? Ну а вдруг? Плакать будет. Мгм. Небушка по мне. Надо же, так ребенок похож на мать. Один в один, как два Микки Мауса. Такая, знаешь, Как Микки Маус, да. красота такая, Микки Маусная. А, Понимаешь, как он выглядит? Вот. не обратил внимания сейчас, не видел. Ну, Микки. Знаешь, как выглядит Я Микки? видел. Как... Ну вот, это точно такие же. Ты умеешь играть в теннис? Нет. Я вообще не спортивный человек. Я тоже. Совершенно.
Мы просто обжоры. Да, вот я вот есть, да, на ложку я готов. Конфеточку съесть. И не одну. Понятно, где мешочек. Ну. Это как, слушай, мне же вчера, когда поставили зубы, мне сказали о том, что ты должен провести, типа, этот, как он называется, эксперимент. Ага. Полностью, типа, есть. Ну, типа, задача моя вчера стояла, типа, максимально есть какую-то такую странную пищу для того, чтобы, ну, как бы... Ну, как обычную для тебя, не Да, странную, а проэксплуатировать, обычную для тебя, сказать, зубы, что все ли в порядке и так далее. Я совсем прекрасно справился, я же ответственный человек. да. Жрал, да, что из Да. ночи? Конечно, я пошел пиццу сожрал целую, я пошел еще целую шоколадку сразу заточил, причем даже на камеру она не успела попасть в кадр. А так это кадр. Посмотри, тут были фонтаны, но пока нет. Я Вот помню воду здесь. слили, может, неделю назад. А так интересно, кстати, в Анталии вчера гулял. Одни фонтаны работают, следом второй не работает. Третий работает, четвертый не работает. Через один, знаешь, как-то так. Слили будут. Ну, уже так-то все вычистили. Вот чистить все такая чистота. Ну да. Наверное, будут ремонтировать освещение и чистить эти потоки воды, пока нет. Ну, поняла, да? Поняла. Поняла? Она вчера тоже, ой, позавчера она мне тоже говорит, поняла? Я тебе сказала, что-то я не встретила тебя, что-то такого. Ну, короче, тоже в женском роде она меня. Так что такая вот я заклятая подружка. Ты не чувствуешь? Не-а. Меня Инна привела мороженку отведать. Пригласила. Да. Вкусного. Говорит, что это... Одно из лучших, нет, лучшее мороженое Турция, а одно из лучших в мире. На конкурсе мороженого первые места занимает. А Россия какое место занимает? Не знаю, про Россию не знаю. Ой, короче, сейчас отведаем вкусного мороженого. Иди, может, покажи витринку. Что покажу, сейчас поедим, потом покажу. Ну, можно. Что я буду туда-сюда ходить? Ножки-то не казенные. Я устала, как собака. Ну, сейчас пойдем ко мне, самогончику выпьем. Какого самогончика? Ну, мама, которая варила. Какого? Очень вкусно. Слушай, какого самогончика? В прошлый раз мы не поспели. Вот сегодня ты приехал попробовать Ты хочешь, чтобы я завтра варенье. не улетел? Да. Да. Да, я так хочу, да. Я так подумала, да. Это именно то, чего я добиваюсь, да. Целую книгу дали. Это что, все в наличии есть? Я думаю, что да. Но тут, видишь, они же все это просто разные вариации. Ну, мороженого есть. Да. А не вот это вот все. Разные вариации. Потом пойдем пожрем вон туда. Ага. Куда? Еды. Ну, помнишь, мы с тобой крылышки эти ходили ели? А, помню. Туда можно сходить потом. Пойдем. Я не понимаю ничего. Я тоже ничего не Я понимаю. ничего не понимаю, я не хочу даже вникать. Тут ни слова по-русски нет. И мне вот это вот по-арабски и по-английски. Тут даже по-турецки не написано. Арабский и английский. Почему по-турецки ничего не написано? Я откуда знаю? Может, у них отдельное меню? Может, Скорее она всего. подумала, что... Скорее всего. Я ничего не понимаю. Он, наверное, подумал, что мы арабы. Да, как минимум. А чем мне нравится меню без цен? Да. Они настолько быстро меняются, что это не актуально. Да? Одно время было, что люди даже не писали цены в магазинах, когда пошла дикая инфляция. Они не успевали. На кассу подойдешь и узнаешь цену. Ты не понимал, что ты покупаешь. Жесть Это вообще. же Турция. Инфляция 87%. Не 7, блин, в России. Понимаешь, что у нас еще есть скрытая инфляция. Ну, вот 87, официальная. Официальная, которую заявляет правительство. Ну, зато недавно ключевую ставку опустили. Сколько у них сейчас ключевая? 50 с Не копейками? знаю. А легче этого не стало. Единовременно пособие по рождению ребенка 5000 теле. Это Эрдоган прям 5000 теле единовременно. Теле. Что, 15 тысяч рублей? И все. Это смешно. Интересно. Да, раньше не было этих денег. Это сейчас они способствуют рождаемости, понимаешь? Как ты думаешь, способствуют или не способствуют? Конечно, за 15 тысяч все побежали сразу. Рублей, 5000 теле. Жесть. Короче, меню мы не получили. Вот. С каштанами, прикинь.
портокал. Benim için karadut, sonra karamel, keştane ve Kapta mı olacak? burada. Tabii şu pортокал. Sade. Kestane. Bir tane, ага. Karadut, evet. Karamель. Карамель классная очень. А вот это вот шоколад. Какой-то я раньше ела. Все, хватит. Evet. Ага. Tamam. Тебе? Какое? С карамелью. Да? С медом, ага. Смотрите, набрали. Инна взялась с карамелью, Каштаны. с каштаном, вот я тоже взял себе. И вишня. Это вишня у тебя? Нет, карадут, правильно, забыла. Ежевика. Ну да, ежевика. Ежевика. Что А я называется, да? взял вот этот, как он называется, с медом еще. Очень вкусное, кстати, мороженое. Первый раз с медом видел, но вкусно. А вот это на самом деле с ежевикой, но похоже, как будто свекла. По внешнему виду. Ну вкусно, правда вкусное Дай мороженое. мне сигаретку. А? Дай мне сигаретку. Сейчас. Я думаю, отдам пачку, которую ты у меня оставил. Не надо, у меня есть еще. Зажигалку тоже? Ну да. Ничего Поджига себе. нет у меня. Мы чудным образом уже оказались у Инны в гостях. Инна налила. Как вы думаете, что это виски, коньяк? Что это? Из бутылки Джек Дэниелс. Но это... Вот так вот можешь наклонять? Вот так вот, блядь, снимать меня. Хорошо. Ты карлик, блядь, и снимаешь, блядь, меня с высоты роста. Конечно, я, блядь, огромная окажусь в камере, блядь. Я-то тебя выше. Как ты меня выше? Я дама рослая. Ты меня не выше, ты меня ниже. Я дама На рослая. 2 сантиметра. Да и даже и не выше. Даже и не выше. Не, на 2 сантиметра ты меня ниже. Ниже еще? Да, на 2 сантиметра. Ты же 1,65 Ты м? чё, сынок? Ты же 1,65 м? Да. А я 1,67 м. Ты уверен? Да. Короче, мы пьем мамин самогон. Мамин самогон очень вкусный. На кедровых орехах делает. Вот посмотри, какой цвет прекрасный. Покажи в бокальчике. Вот так тоже будем вам показывать, сверху смотреть. Да ты чё, Валерьевна? Дай бог ей здоровья. Угу. Честно, я самогон купил последний раз, наверное, я не знаю, очень много лет Ты чё? назад. Я никогда не мог подумать, что я приеду в Турцию пить русскую самогону. У Валерьевны, ты чё, очередь стоит за этим самогоном? Ты чё? Да? Конечно, все блатные к ней ездят. Ну, поклон. Ты чё? Она Джек Дэниелс, да, наливается? Нет. Это- Блядь, он может в пластиковых бутылках дать. Ну, понятное дело, в стеклянных. Ты чё, нет? Офигеть. Это дофига делов. Ну, крепленый. Очень крепленый. Я чуть попил, знаете? Влюблённый, он гонится, он как слеза. Да, я понимаю. Но прям аж, знаете, прям сразу тепло прям пошло. Обожгло? После. Не обожгло, но прям тепло пошло. Но смотри, у тебя нет? У тебя послевкусие нормальное? Да. Да, конечно. Ничего такого А нет. я тебе сейчас попробую, говорю, закусочку. Финик съешь и орешку, и самогончиком. Самогончик глоточек, так финик и орешку кишью. Так вкусно вообще. Так душевно. Ну что ты? Ты попробуй это делать так, как я тебе велю, и бед не будешь знать в жизни. Да? Да. Да. И Давайте всё. мандаринки почище. Да, мне кажется, они потом уже не понадобятся. У нас колбаска еще есть. Не. Да не будем жрать мою колбасу правильно. Что ты ее привез и тут сожрешь давай. Не Ну будем, я да? не за колбасой сюда приехал. Я вот тоже так думаю. Ну, я есть-то не хочу. Так, мы потом сходим с тобой поужинаем. Куда? Так вот, вниз по улице у меня. Ну ладно. Слушай, Посмотрим, если честно, пока есть не особо хочу. Мгм. Мы что-то мороженым нахихтерились, я что-то перебил весь вкус. А еще сегодня завтракал. наконец-то. Он пришел на завтрак. Выезжать уже завтра. Оказывается, говорит, завтраки у нас такие хорошие есть, такие полноценные, прям и каши, говорит, есть, и сухие завтраки, и нарезочка, Мгм. и булочки, и там масло, чай, кофе, все есть, да? Да. И панкейки, и омлеты, все у него есть, а он не бывал. Так, я еще и кофе с собой мог налить. У меня еще там стаканы стоят пластиковые. Ой, ну, бумажные. Еще можно было с собой еще налить кофе. Вот.
А я покупал 3 в одном. Ох, Виталик, ох. Ну, а что делать? Давай, пей. Сделай глоточек на камеру хотя бы. Заставляю тебя под дулом пистолета. У него нож, нож в ребро. Я подсунула. Пей. 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 Простите. За что? За все. Произноси шахаду. Последние слова мусульман, чтобы тебя принял Аллах в душу твою грешную. Господь, помилуй. Тебя Валерина просто испепелит, если будет так смотреть, и Господь помилуй. В смысле? Ты не умрешь от ее алкоголя, от ее... Так и не из-за алкоголя. Из-за чего? Из-за- Не боишься? Из-за ножа в ребро? Ножа в ребро, да. Очень вкусный, очень. Согревательный, обжигающий. Ну. Нормально. Тоже как раз зимой в январе тут, Да, как умереть? в Турции, согреваться. А зачем включать кондиционер? Вот можно. Ну, да. Сярик. Инна кладет яйца. Пошла в магазин, купила. Крупное яйцо. Стоит дорого. Ну сколько? Тут 15 лир. Ой, 15 штук. Наверное, 100 лир. Да. Что, серьезно? Да. То есть 300 рублей получается? Это при хорошем раскладе 300, а то и больше. Ну, думаю, 98 лир где-то вот так вот. Вот 15 штук. Слушай, я еще возмущался, что в Москве до хера яйца. Заткнитесь вообще. 10 десяток стоит, ну сколько? 160-170 сейчас. Вот. Размер L. Диаметр 15 штук. А, ну так и получается, подожди. 63-73 грамма. 170, ну почти так. Не совсем так, конечно, но почти. Но местное население только яйца. Хотя у нас турецкие яйца. У вас, ну вот, сейчас, да, везут? Да. Ну, сейчас Своих-то, блядь, нет уже. наладит производство, и все, и не будет никаких больше турецких яиц. А ты Хотя, может, уже и не возят, ты не знаешь, знаю. что, Виталик, фрукты, овощи, которые отправляют в Европу, и Европа останавливает на границе и не принимает. И Да? все это возвращается, конечно. Они проверяют на нитраты, и все это возвращается в Турцию. Зашибись. Вот и все. И все это посыпать на наши рынки. А сколько тонн фисташек вернулось обратно? И думаешь, почему в каждом сейчас шоколаде просто заполнены витрины? Фистык, ну это фисташка. Фисташка. Да. А еще думаю, я говорю, что... А я вы говорю, думаете, что это на утилизацию? Нет, это все вернулось на внутренний рынок. а я тут задался пару дней назад на вопросом, говорю, ой, что шоколадки все с фисташками, наверное, в моде сейчас фисташка. В моде, конечно. В моде. В моде, естественно, в моде. По-другому не скажешь. Да? Инна, хозяюшка. Ну, мы пьем коньяк. Ну не коньяк. ну, Не, как это называется? Самогон. Да. Да. Она меня уже споила. Я уже чувствую, до Анталии не доеду А сегодня. тебе нормально пьется? Ты не пьянеешь? Нет, мне нормально согрева- пьется. Вот ты, да как прекрасно. Самое главное завтра встать. Встанешь, вот увидишь, встанешь. Хорошо. А потом еще в ноги упадешь к Валерьевне и скажешь: Светлана Валерьевна, нагоните мне, я любые деньги оплачу. Сделайте, поедешь в Ну Каменск. это уже спойлер. Это уже спойлер. В следующем видео поедешь в Каменск, скажешь: Светлана Валерьевна, пожалуйста, из ваших рук я выпью. Ты просто... Виталик, я тебе говорю, там очень... Моя мама так-то волокет меня... Дайте я, знаешь, как сказать, кто не в курсе, у меня мама всю жизнь работает в сфере общественного питания. Она техникум закончила в Екатеринбурге, это Свердловский техникум. Стоп. Ну, кто знает, кто в этой системе работал, моя мама 59-го года рождения, чтобы вы понимали, о чем речь. Всю жизнь на руководящих должностях, последнее время работает в сфере детского питания, то есть там лицеи, там на 1000 учащихся, то есть там нормы санитарные должны быть выполнены. Всю жизнь маме 65 лет было 23 декабря. И, ну, поверьте, она мне с головой дружит. И уж что вкусно, она для себя так-то это делает. Она же это делает не на продажу, а сколько тут добра сложено. Ну да. А сколько тут добра. А самогонные аппараты у меня были всю жизнь с детства. С детства раньше. Ну то есть опыта у нее ого-го какой.
Ты не сомневайся, пей давай. Не, ну если честно, это очень вкусно. Ну, в том плане, не то, что, знаете, прямо это как шоколадка вкусная, но это вкусно по меркам алкоголя. По меркам алкоголя это действительно вкусно, и это действительно не то, что, знаете, там... Вот что пить невозможно было, это вот юпи с водкой, которую у меня в отеле мне оставили под названием вино турецкое. Юпи с водкой пила когда-нибудь? Нет, я даже не стала бы открывать. Я бы даже не стала открывать. А у меня открыто. У меня до сих пор открыто там. Спасибо, нет. Он в номере лежит. А видите, какая оречек грызла. А эти как велела делать? Орехи плюс финик. Да. Брать. Одновременно. Слушайте, я сейчас научу. Когда берешь орешек и финик, и вот так вот ешь, финики иранские. На ВБ заказывала, слушайте, они приходили в прессованном пакете. Килограмм, 180 рублей килограмм, представляете? Здесь, в Турции, финик больше в 1,5 раза, 150 грамм, стоит 100 лир. Офигеть. Пойди в Аюсбир спустись. А тут 180 рублей кило. Но вот такие вот финики приходят, вот пакет плоский, он не прессованный. Его нужно немножко открыть, разобрать. Я так вот руками, чистыми сухими руками раскрываю вот так вот, по одному разложу, а потом в емкость, ну, в такую полиэтиленовую, и храню. Вот так вот берешь, очень вкусные, сладкие. Не сладкие. Я же ел сейчас. Виталик, а ты возьми вот такие, я тебе там ссылку скину, и ты с чаем, с зеленым чаем, просто вечером сиди в качестве конфет. Это натуральное, без сахара. Не, ну зеленый чай на ночь, это, конечно, такая себе история. Он же бодрит сильно, зеленый чай. Ну, днем, в течение дня, как перекус, положи в машину там маленькие какие-то брикеты. Это очень вкусно. Ну, в машине опасно все класть. Что? Сожру все, ничего. Ты сожрешь? Конечно. Кто еще сожрет-то у меня в машине? Я просто... Что бы я в машину не клал? И конфетки, и шоколадки, и жвачки, все уходит в лед просто. Бывает даже за одну поездку. Ну, серьезно. Поэтому Ну, всё. короче, я монтирую свой влог. Ну, у нас все нормально. Мы на балкон не ходим курить. Сидим тут. У Виталика Айкоса я не курю, чтобы не болеть завтра с похмелья. Ну и всё, правильно. всё. Хочешь айкос покурить? Нет. Я А курила. ты же. пробовала? Конечно, ты что? Не У меня же- нравится тебе? У меня же нет. У меня же у Олеси Айкос есть. У нее две эти дудочки вот эти вот. Слушай, я, кстати, меня- все хотел посмотреть, а у вас продаются стики? Нет, продаются нелегально за 250 в том году рублей было. В том году было 250 рублей. Я думаю, что сейчас дороже. Охренеть. В том году было 250 рублей нелегально. В Ну, у вас продаже нет, запрещены у все нас электронные запрещено. сигареты. У меня, знаешь, у меня Айкос не было. У меня были такие сигареты, которые я покупала в КБ. Электронная сигарета, черная такая. Ну, это вайп, наверное. Наверное. Я уехала, отдала Жене, своей подруге. Чтобы у нее была дома, вот, это, как сказать, но мне не надо. Здесь такого не продается, но как бы у меня и нет потребности. Ну, здесь не продается, но то и при этом ВОЗ разрешен. Виталичка, встань. То есть я, например, для своего личного использования могу привезти себе и блок сигарет, и этих айкос, и... Вот, смотри, у меня же вот фишки, вот. Это вот ты мне в прошлом году привозил, сколько? 10 штук. У меня 4 осталось, это вот ты мне вот Да, подарил. это еще одна осталась. Вот. Это у меня тут закрома. Кстати, зажигалка у тебя есть? Возьми. Есть у меня. А мы просто сидели. Ты мне еще подарила тогда в Москве зажигалку, до сих пор у меня в машине лежит. С открывашечкой. Я тебе подарила зажигалку с Да. открывашкой? Когда ты в Москву, ты помнишь, приезжала в декабре? И что, подарила зажигалку? Да, С открывашкой? да. Я не помню, что он выдумывает. Ребята, вы помните, кто помнит зажигалочку? Она у меня до сих пор есть, да. Нет, я не помню, правда. Ну вот, память куриная. Показывала, сколько у меня пробок? Мы же в тот раз показывали. Я просто, мне больше нечего показывать. У меня просто дома больше нечего Да, показывать. конечно, у нее тут... Я решила показывать все. Все по 10 кругу. Ого-го. Сколько всего. А Деда Мороза показывал мы его? Нет, На кстати, самом- Дед Мороз не А показывал. вот покажи. Но это можно? Дед Мороз и Санта-Клаус. К сожалению, ничего русского в нем нет. Это из Дюссельдорфа. Ну тогда понятно. Это моя подруга Наташа из Дюссельдорфа мне прислала. И елочка из Дюссельдорфа, и мишура из Дюссельдорфа. Ничего, с России, да, не привезли тебе? На Новый год. Ну, Наташа мне подарила. Ну, я думаю, Да? что надо... Я благодарна Я думаю, за что это. Ине надо купить елку большую. Нет. Чтобы она каждый год ее наряжала, знаете. Мне нет где-то дерьмо хранить, мне не надо.
В диван будешь убирать. Там битком, хочешь покажу мне там одеяло, пледов, все чисто. Выкинешь серое. что-то лишнее. Нет! Под, Я знаю, куда можно положить елку. куда? На шкаф, да? Да. Ну. Идем. Идем. Ой. Ты давай покупай мне елку. Игрушки, шары вот такие привозим. Сейчас я тебе скажу. Ой, не тут свет подключаю. На шкаф. Тут можно разместить. Да, я говорю, она маленькая коробка. Тут. Она маленькая коробка, на шкаф, и она влезет туда. Бери большую елку, чтобы мне так вот в угол. А в какой угол мне? Я думаю, вот сюда, у тебя в этот угол прекрасно войдет. Вот место вазы. А вазу можно пока сюда убирать. В какой угол? Вон туда, к дивану можно ставить. Туда, а там нет розетки, нужна... Сюда не вариант? Ну, ты же здесь в основном время проводишь. Да, здесь я сплю. Надо здесь, значит. Ой, подожди. Либо ее вот сюда ставить. Там розетки нет, тут только розетка. Мгм. Тут я, видишь, тут я выбегу из спальни и на елку налечу. Я из спальни выйду в туалет, где тут туалет. Короче, А за диваном нет розетки? нету. Летить, мать. У меня есть розетка вот тут, где холодильник. В этой области вообще нет розеток. Вот тут есть розетка. Значит, вот сюда. Стол можно вот так вот развернуть, да? Ну Так да, вот. да. Вот так вот параллельно. Ну да. И Как всё- хорошо. Все нашли выход. Где на ВВ покупаешь? Куплю тебе. Нет, не Да. вздумай. 26-й год ты будешь отмечать с елкой. Мне не надо. Давайте спорим на... А давайте не будем спорить. А давайте не будем спорить. Ну, короче, посмотрим. Ага, конечно. Ага. да. Нет, Жди. нечего ждать. Ёлочка. Виталик, нигде хранить, просто не вздумай. Вон на шкафу мы же только что Ну, определились. это там у меня зонт лежит пляжный. Блять. Дальше туда положишь, все это влезет. А ты знаешь, когда землетрясение, когда шкаф трясется, когда он тебя накроет? Елка не такая тяжелая, даже на тебя на голову упадет, не так больно будет. Я хочу, знаешь, что сказать? У нас же тут землетрясение. Ты рассказывал? Ну, я думаю, люди-то у меня смотрят с головой, они же понимают, где я нахожусь. У нас же тут землетрясение. Тут же у нас как-то было. Я легла спать. Я уже, короче, попрощалась. Легла, из душа вышла, думаю, ну все, ну саван можно надевать уже, все. Так вот, кровать ходуном ходит. Несколько секунд, очень сильно. У меня первый этаж. Чем выше, тем быстрее, тем... Больше передается. Да. Я на первом этаже. Ну, как у меня уровень второго этажа, но по турецким меркам первый этаж. Высокий первый этаж, очень высокий. Ну, второй, у меня в России второй этаж, тут второй. Я так смотрю, у меня шкаф. Думаю, все. Я написала прощальное сообщение всем и легла. Ты правда? Да! А мне не приходило. Я с тобой не прощалась. А почему? Я с тортиком прощалась. А они вообще выбежали на улицу. Мама очень напугалась, это было поздний вечер, это уже было 22:13, это уже темно. А эти выбежали, мои соседи. А ты в кровати лежала? А они выбежали на улицу. А ты в кровати лежала? Да. Ну, я со всеми прощалась. Я мокрая после душа, куда побегу, блин? Думаю, так вот лежу, думаю про себя, сытая, выебанная, чистенькая. Что удалась? В своей квартире. Была, не была. Ну, если честно, я бы тоже, наверное, никуда не побежал бы, скорее всего. Это... Посмотри, какие мы с тобой милые. Ну, это влог, кстати, будет на канале Инны Судаковой. Скорее всего, он раньше моего выйдет. А закрытая нет? Посмотри там. Виталичек сюда подлез. А почему тогда синих больше всего, если Зыбе понравились конкретно синие? Они вообще, значит, не котируются. Надо брать те, которые заканчиваются. Не котируются. В общем, ладно, дорогие мои. Ну, короче, нам не до вас. Давайте пока. Вот знаете, я сначала подумал, что я с Костей иду, а тут оказалось, что нет, это все-таки Инна в желтом. Представляете? Я, короче, в чат нашего дома написала кляузу. Мусор они там, прикиньте, не выкидывают, оставляют, а Инна должна тут выбрасывать. И я им написала, что это, имейте в виду. Сфотографировала и написала, что в аду для вас приготовлен отдельный котел. Правильно написал. И все молчат. А ну дай мне правду. Вот у нас, когда та управляющая компания не было, тут сделали слив. Когда идут сильные дожди, там у нас маленько покатом, там у нас, короче, знаешь, что стояла? Вода.
А, да? Сейчас воды нет. Все. Слушай, а мне кажется, или у тебя раньше здесь горела вот, ну, вот эта вот Нет, стенка? здесь не горело. Вот горело. Вот горело. А, Нет, тут ничего не горело. 100% ничего не горело. ну вот сейчас Не горит было. Kingdom. А, ну это да. Что-то здесь-то я и помню, что горело. Короче, мы вышли, идем кусать. Кусать! И меня отправлять в дальнее путешествие. Ну время-то 10 часов уже. А, да? Да. Слушай, правда, время-то до хера уже. Самое главное купить билет, а то я останусь здесь жить. 21:39. А, ну тогда нормально еще по времени. Поедим, конечно, потом медленно пойдем на автовокзал. Да. Я тебя не отправляю, тебе завтра улетать тебе надо отдохнуть. Что, вообще, что ли? Нет, да. По мне так вообще не уезжай, мне на Да. Вот, дорогие мои, мы пришли в то место, где мы с Инной в первый раз встретились. Не то, что даже встретились. Мы не здесь встретились, мы сюда пришли пожрать. Да, мы встретились первый раз, мы вам показывали, где это, около театра. Не театра, а... Не возле театра. Мы познакомились возле театра, а сюда пришли потом поесть. Да. Там. Но сюда же мы пришли. Мгм. Сюда. А это уже недалеко от моего дома. Да. И вот здесь мы первый раз кушали. Это было первое знакомство с Аланией. Ну, такое с Инной прям. Не Да. знаю, это какой-то запоминающийся такие моменты. Тут нормально готовят, как бы... Нет, тут вкусно. Тут вкусно. скромненько и со вкусом. Да. Нормально. Тут вкусно. Мы не ходим по туристическим местам, мы здесь живем, нам это не интересно. Наоборот, когда человек приезжает в страну, нужно есть национальную еду. Да. Там, где едят местные, а не там, где едят туристы. То есть, хотя здесь мы находимся чисто территориально, очень даже в центре. Вот, это здание главпочтамта. Это самое главное ПТТ. ПТТ это почта. Ну, то же Мгм. самое, что главная почта города, вот оно здание. Ну, я понял. Да, Отсюда мы- ты будешь открытки мне отправлять на день рождения. Я не буду тебя отправлять на открытки. Просто знай заранее об этом. Я не буду даже морочиться по этому поводу. А Я так тебе все оставлю. Индекс, все на свете. И спасибо. Не проблема узнать твой индекс, знать твой адрес. Правда? Ну да. Ничего себе. Какие у вас А познания. еще проблемы какие-то, что ли, узнать твой адрес? Ну, Виталик. Ну, короче, понимаешь, когда в том году, когда мама моя отправляла Все, куртку, тогда да. когда отправляла куртку, когда я приезжала в Москву в декабре, и обувь, чтобы ты был получателем, ты мне сообщил все данные, если Почта России на адрес такой-то, если на Я тебе, не Валберес. да, слушай, мне на самом деле, если честно, мне вообще, ну как бы, Если- я тебя жду в гости. Приезжай. Ну да, если с деком, то так отправляй. Короче, чтобы на пункт выдачи, ты мне всякие вариации, конечно, я все знаю. Там, то есть, я не знаю это наизусть, но если полисать Если подать- я найду. Да так-то я больше так-то... Хоп, мусорок, И мишень, срок. То есть, как бы, я же бывший сотрудник полиции, как бы, для меня даже это не проблема узнать. Это маленький спойлер. Имейте в виду. Да, И это сейчас я говорю не своим зрителям, а знают кто это залетным слушает. птичкам, Да. плохим. Плохишам. А ну, второй нож. Чик-чик и чика. Ладно, короче, ждем еду. Ребята, мне принесли поесть. Мне принесли лахмаджун. И у нас я заказала крылышки, по-моему. По-моему, да. Она пошла записывать ролик. Я пока здесь сижу, салатик нам принесли. Я тут уже почти, я не знаю, что это такое большое. Знаете, вкус редиски, но не думаю, что такая большая редиска. Хотя, может быть. Все что угодно. Я не знаю, что это такое. Это какие-то соусы. Лепешку нам принесли. И айран на запивку. Чтобы было вкусно. А, кстати, немножко другой айран. Я себя вот пробовал, который в тот раз мы ели. Вот именно той фирмы. Хотя и схоже. Сейчас вкусненько как бы. Надо же сейчас сыну. Ты крылышки, да, заказала? Делай. Уже что-то ест.
Конфету сделал, там Конфеты там дают? бесплатно лежат на барной стойке. А, да? Потом туда зайдем. Алик, Это что такое? бухлишка. Ничего себе. 2 для тебя. 2 для меня. Ого, это откуда у тебя такое? Из Дюссельдорфа. Блин, какие ребята молодцы, а? Сколько? 15? Ешь. Пока горячая. Я тебя дождусь, вместе поедим. Включайся. Ребятки, смотрите, какой шашлычок принесли Инне. Я тебе сейчас дам. Это крылья или шашлычок? Крылья. Да? Крылья. Выглядит как будто шашлычок. Очень вкусно выглядит. Короче, мы и на самом Ты деле не знаешь, вкусно, невкусно, я тебе сейчас дам. выглядит вкусно. И мне не надо, я вот этим понаемся. Так-то, на минуточку. Короче, все, мы кушаем. Да? Приятного аппетита. Ребят, смотрите, сколько людей. Сколько людей. Это время 12 часов ночи. Да, время 11:30 часов ночи. Короче, все, мы купили билет, и то причем в одном месте не было билета, во втором месте был. В этой же фирме, в которой ты уезжал в прошлый раз. Да? Камиль Ключ, конечно. А как ты пошел вот тут, я думаю, ты что, не помнишь, что ли, где мы покупали? А мне показалось, мы покупали в Алане. Нет, мы зашли, там не было, и мы покупали в Камиль Кёч. В принципе, это самая крутая фирма. Это одна из богатейших имен Турции, Кёч, фамилия вообще. И, как сказать, ну, я сейчас тебе такое скажу, и одна из наиболее фирм, которая чаще попадает в аварии. А, да? Мгм. Как хорошо. Ну, ни хера не слышится. Да, это одна из самых крутых, ну, у них в автобусах, подожди, Kartı martı zor yatırdık en son. Cebimizde de bir yarışık mıydı bu? Что он сказал? ну, скоро поедет. 30 минут отъезжает. Какое тебе место? 7-е? Да. А ты в автобусе снимал? В тот раз, да, ехал, я снимал автобус. Немножко. Но, кстати, у них самый лучший автобус. Да. Да. То есть они там, ну, единственное, розетки у них не работали, а так все Должны работать вообще были. бомба. Но не работали в тот раз розетки. Ты пробовал, а на соседнем месте пробовал? А я в одиночном сидел. 7-е место, это один человечек сидит. Вот с этой стороны. И сейчас у тебя одиночно? Да. Я тоже сидел на 7-м месте. А ты не хочешь, если там будет свободно, сесть, ноги растянуть? А зачем? Расслабиться, что потом... Ну да. На ком мне это надо? Короче, все. До новых встреч. Ой, дорогие мои, ну что, все. Я в автобусе. Опять на 7-м месте. Прикиньте, как мне это прям... 7-е место, этот же автобус, этот же рейс. Так что сейчас будем выдвигаться, ехать в Анталию. Вот. И ну уже пошла домой. Ой, дорогие мои, все. Я, короче, уже в отеле. Если честно, я в автобусе уснул. Я даже не заметил, как я доехал быстро до Анталии. Ой, извините. Короче, от меня в сон прям клонит. Но время, на самом деле, уже очень много. А сколько времени-то? Уже время 2:30 ночи. Вот, так что сейчас пойду. Прямо сейчас сразу спать, отдыхать. Завтра рано вставать. И завтра я улетаю домой. Я могу, хочу спать. Быстро доехал на такси. Все отлично. Все. Ну, я имею в виду от автовокзала. Все, ладно, дорогие мои, на сейчас пока что это все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока-пока. Обнимаю вас каждого. Пока.